Дорогие друзья, сегодня мы поговорим с солистом оркестра «Музыка Этерна», с мультиинструменталистом, музыкантом, режиссером, перформером Георгием Мансуровым. Юра, привет. Привет. Да, Скажи, пожалуйста, ты согласен с таким представлением, с такой формулировкой? Что бы тебе хотелось изменить или добавить, или убрать? Мне кажется, что эти формулировки относят нас к какому-то периоду времени, который как бы у нас уже за спиной немножечко. То есть довольно сложно себе представить художника, вот давайте, допустим, так назовем, творческую личность, художника, который бы так или иначе не касался каких-то тем помимо своей узкой специализации, узкой специальности. Вот. И в этом случае я еще пока не знаю слов, которыми можно было бы такого типа людей охарактеризовать. Да? Дирижер, скрипач, журналист, ну вот, например, да? И начинаем перечислять все то, что является частью тебя. Нормально, мне кажется, можно и так пока. Скажи, пожалуйста, а вот мультиинструменталист, это означает, что ты играешь на многих инструментах. Ты можешь рассказать, на каких инструментах ты играешь? Наше образование подразумевает, что мы помимо того, что играем на своем специальном инструменте, мы еще касаемся, например, фортепиано. У нас есть общее фортепиано, и мы им занимаемся, и в той или иной степени, так или иначе, мы все должны на нем играть. И, конечно, я на нем играю, потому что я довольно серьезно в детстве именно занимался на фортепиано. Потом, конечно, кларнет вытеснил, и он как бы занял 99% пространства моего какого-то образовательного. Но затем мне стали интересны старинные инструменты. Я стал потихонечку касаться старинного кларнета. Я играл в ренессансном ансамбле, там мы играли на ренессансных блокфлейтах, на шалмее я играл. Но когда ты играешь в ренессансном ансамбле, в принципе, очень широкий спектр инструментов ты охватываешь. Это и ударные разные инструменты. Плюс еще есть такой период в моей жизни, который можно как-то обозначить вот периодом рок-музыки, бунтарства и чего-то в таком духе, когда, конечно, я пытался понять, на каком же инструменте мне больше всего нравится, и я и на установке играл, и на электрогитаре, на синтезаторах на каких-то. И вот синтезаторы, они остались со мной и по сей день, поэтому есть, скажем так, вот часть академической музыки, где, конечно, в большей степени я мыслю себя как кларнетист или духовик, да, широкого спектра, скажем так, это и современный кларнет, и исторический, и какие-то инструменты ранних периодов. Вот. И есть какая-то, скажем так, современная модерновая жизнь, где есть электрогитары, где есть разные синтезаторы. Ну, внутри все-таки классической, скажем так, традиции, вот эта смена инструментов, смена стилей и эпох музыкальных, насколько это сложно, вот это переключение, вообще это скорее помогает или скорее мешает одно другому, да? Я имею в виду вот этот переход, там, скажем, с барочного кларнета на современный и так далее. И помогает, и мешает. Помогает в том отношении, что когда ты встречаешься с какой-то природой инструмента, с его корнем, ты начинаешь лучше понимать современный инструмент. И в твоем сознании формируется образ инструмента не в каком-то срезе времени, а в протяженности, что, конечно, существенно меняет взаимоотношения с инструментом. Что касается технологических моментов, вот здесь возникает сложность, потому что период адаптации достаточно длительный. И надо понимать, что мы говорим о каких-то микровещах. То есть в широком и глобальном смысле этого слова, если ты хороший инструменталист, ты возьмешь старинный инструмент и ты будешь на нем играть.
все сложности начинаются в тех микроощущениях, в микродеталях и в каких-то микропереключателях внутри тебя, которые ты должен обнаружить и правильно переключать. Это начинает касаться не только технических сторон вопроса, а эстетических и смысловых. То есть в этом отношении интегрировать себя в оркестр эпохи 18 века, интегрировать себя в оркестр нашего времени, это как бы две разные функции. Ну смотри, ты мог бы, например, в одном концерте играть, скажем, Моцарта на классическом кларнете, не знаю, что-то из 20 века или 21-го, что лучше, да, на современном инструменте и, например, какую-то музыку Ренессанса. Или, если бы у тебя был выбор, ты бы предпочел, чтобы у тебя было достаточное какое-то энное количество времени на подготовку вот к каждому из этих и не совмещать. У меня вообще есть мечта такая, сыграть концерт, где бы я играл на классическом кларнете, затем на романтическом кларнете и затем на современном. Но в то же время надо понимать, что это как бы такой ультрариск, это скорее вызов самому себе. Потому что, конечно, правильнее и лучше отдать какое-то количество времени одному инструменту, найти с ним связь и сыграть концерт. То есть здесь надо как-то со своим эго общаться. В одном из интервью, которые есть в интернете, ты говорил о том, что однажды на целых полгода времени вообще полностью завязал, что называется, с классической музыкой. Это правда? Дело в том, что тогда я решил, что я буду диджеем. Это был довольно странный период в моей жизни, когда я только-только закончил проходить службу в армии и как бы оказался в неком вакууме смысловом, в вакууме активности и вообще в таком странном достаточно состоянии. Я нигде не учился, нигде не работал, и у меня не было какой-то картины того, куда я иду. Все-таки ты соприкасаешься с такими вещами, как лишение свободы в том или ином смысле. Когда есть некая граница, есть забор, там происходит какая-то жизнь, и ты не можешь его пересечь. И я уцепился за вот эту свою любовь к рок-музыке, ко всему современному. Мне казалось, что это здесь и это сейчас. И это то, чем я являюсь в большей степени, чем классическая музыка. Классическая музыка как бы тянула за собой весь шлейф прошлого, взаимоотношений с родителями, с педагогами. И было довольно трудно понять, это я или это не я. Вот. И это был такой первый сознательный выбор, что я буду диджеем. Работал на очень богатого такого человека, который спонсировал Night People. Вот была такая организация, она устраивала вечеринки, выпускала журнал, он был одним из спонсоров, хотел быть диджеем, и у него не было ни слуха, ни чувства ритма, но было большое желание, и вот мой друг позвал меня работать с ним. И вот после всего вот этого, что на меня свалилось, ночной московской жизни, работы в студии, я пришел в училище. И, наконец-то, встретился, наверное, своим собственным выбором, с судьбой, если угодно. А в армии ты служил, что ты делал? Ты играл в каком-то оркестре? Я служил в Академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Она на Китай-городе находилась как раз напротив зала зарядья. Но это очень забавные параллели, потому что сейчас эта академия закрыта, как минимум там на Китай-городе. Я уже вижу, что там никого нет, все умерло, и нету гостиницы «Украина», в которую мы бегали. Нет, «Россия», извините, это гостиница «Россия» была, и мы в нее бегали, там был такой клуб, он назывался Diamond Hall, и там танцевали латиноамериканские танцы, в которые я влюбился в 19 лет, и мы в самовольную отлучку убегали туда танцевать. А теперь там зал зарядья, и мы там периодически играем концерты. Ну, почему-то мне это забавно.
Можно ли сказать так, что вот занятия музыкой, начиная с детства, ну, были какими-то, ну, не то чтобы неосознанными, да, но вот как это для тебя было? Просто привычка, то, что родители хотели, чтобы ты это делал, раз уж мы коснулись этой темы? С одной стороны, я как бы не мыслил себя в другой парадигме, не музыкантом или что-то такое, потому что когда ты начинаешь всерьез заниматься музыкой, эта мысль вкладывается тебе в голову с разных сторон, и педагогами, и родителями. И, конечно, поскольку моя бабушка закончила Московскую консерваторию, она работала с Мравинским, она работала музыкальным редактором. Моя мама, конечно, мечтала, чтобы я был музыкантом, и как это на самом деле очень часто бывает, именно вот это родительское желание, чтобы это случилось, и было основным движком. И я даже не мог себе представить, и я не мог помыслить, что у меня есть какой-то другой путь и какой-то другой выбор. И вот, начиная лет с, наверное, 15, я начал задавать вопросы, да, это тот самый период, когда ты как бы ставишь знаки вопроса, а чего я хочу, а кто я, и тогда мы создали рок-группу, и тогда начался мой такой тернистый путь, вот, по поискам творческим. Есть такие две профессии, которые многие люди даже иногда порой путают, да. Например, хотят сказать дирижер, а говорят режиссер или наоборот. Ну, во-первых, расскажи в двух словах, как ты начал заниматься театром, а потом мы вернемся к вот этой вот теме вот, дирижирования и режиссуры. Я в театре с детства, потому что у меня родители режиссеры, у меня папа режиссер и мама режиссер, и, соответственно, я просто с младенчества в театре существовал и жил, и все это наблюдал. И, конечно же, опять-таки отстаивая собственную самость, бежал как можно дальше от театра, и в итоге я к нему прибежал, как это часто бывает. Вот, поэтому мои занятия режиссурой, они начались практически с момента моего рождения. И только ближе к 30 годам мне удалось осознать это и структурировать, и опять-таки присвоить, сделать чем-то своим. Я закончил мастерскую Бориса Юхананова. Это целый комплекс образовательный, это серьезная вещь. А мне очень интересно было вообще понять, что происходит в электротеатре, потому что наша подруга общая Лиза Левина, она мне говорила, когда я показывала какие-то проекты с Дягилевского фестиваля, она говорила, вот, тебе нужно обязательно познакомиться с Борисом Юрьевичем, вот, это будет ему очень интересно, и я думал, как же я могу это сделать. И мне показалось, что подать документы на эти курсы – это самый прямой способ прийти к нему навстречу, если я пройду творческий конкурс. И в этот же день мне позвонил сначала наш директор и попросил набрать Теодору, потому что Теодор был готов послушать меня. И он хотел, чтобы я сыграл и показал, чего я достиг на исторических инструментах. И вот просто буквально за одни сутки моя жизнь повернулась на 180 градусов. Вечером я прошел собеседование, мы около часа говорили с Борисом Юрьевичем. И ранним утром я отправился в московскую квартиру к Теодору, сыграл ему, и он принял решение, что я могу быть частью команды. А вечером того же дня я впервые посетил занятия по режиссуре, и вдруг у меня просто не осталось ни одной минуты свободного времени. И так я прожил, в общем-то, 3 года. Как только мы заканчивали какой-то концерт или какой-то проект, например, в Перми или где бы то ни было, практически сразу там, я спал 2-3 часа, и ранним самолетом я улетал для того, чтобы оказаться на репетиции или на лекции. И на последнюю лекцию или последнюю репетицию или показ я уже приезжал с чемоданом для того, чтобы в час ночи, потому что обычно самолеты летали в час ночи, я смог прилететь на репетицию или на программу с Теодором или в театр. То есть, и вот в течение 3 лет я жил вот в таком режиме.
Что общего в этих профессиях и, наверное, что еще важнее, что в них разного? Мне кажется, что в представлении многих людей это что-то такое единое. Общего очень много. Во-первых, это м, работа, определенная работа с текстом. Давай будем называть и партитуру, и драматургическое произведение текстом, потому что понятие партитура, оно и в режиссуре существует. То есть работа с текстом и работа особого рода — это то, что, мне кажется, и режиссера, и дирижера связывает. Следующий аспект, который роднит дирижера и режиссера, это работа с людьми. Это контакт с людьми и определенный метод и способ того, каким образом ты с людьми взаимодействуешь и как ты налаживаешь рабочий процесс. Работа в коллективе — это что-то, что растет, что-то, что имеет в своей основе какой-то базовый жизненный принцип. Для меня это чуть более близко, чем такая работа великого зодчего или рабочего на стройке, да, кого-то, кто создает некое изделие. Вот, все-таки разница между изделием и творением это опять же большой и серьезный разговор, но и дирижер, и режиссер сталкиваются с этими проблемами и каким-то образом их решают. Это их роднит. Дирижер все-таки большей частью дает, как правило, какие-то более-менее конкретные указания. Существует какая-то такая негласная договоренность о том, что дирижер все-таки должен как-то экономить время музыкантов оркестра. В музыкальном процессе все-таки, как правило, вот эти объяснения, почему, они, ну, не всегда приветствуются, да, то есть почему-то существует вот отношение такое к этому, вроде как маэстро, так сказать, время. Почему вообще это происходит так по-разному? Дело в том, что ведь и режиссер может как-то очень расплывчато говорить и много объяснять философски, но не всегда будет понятно, как сыграть. Вот, например, есть какие-то сцены знаменитые, скажем, «Волк с Уолл-стрит», и там есть такой момент, когда герой Леонардо Ди Каприо принял много наркотических средств и, значит, звонит по телефону другу, и дальше ему нужно добраться до машины. Можно долго рассказывать о том, как это сыграть, что ты должен почувствовать, какие переживания, создать предысторию, внутренний монолог построить и так далее и тому подобное. Но при этом есть очень, очень точный технический прием, который режиссер должен подсказать артисту. В данном случае этот прием — не использовать ноги. Делай, что хочешь, но не используй ноги. Это решение очень простое и очень конкретное. То же самое происходит и в дирижировании, как мне кажется, когда опытный дирижер может каким-то одним точечным ударом решить этот вопрос и в то же время дать свободу артисту чувствовать и переживать. Поэтому и в режиссуре, и в дирижировании, я думаю, существует и философский аспект, и технический аспект. И технический аспект в режиссуре несколько менее уловим, как мне кажется, потому что в нашей профессии, в музыкальной, мы имеем дело с инструментом, с чем-то очень конкретным, что у тебя в руках. И несмотря на то, что все равно мы задействуем всю свою органику, всю свою природу, скажем так, и физическую, и эмоциональную, но есть очень конкретные инструменты, у тебя либо получается, либо нет. У актера этот инструмент он сам, и здесь трудно определить, получается или нет. Это часть твоей органики или это какой-то пробел технический или пробел в решении. И здесь режиссер должен понимать, где профессиональные и технические вещи, а где философия и концепт. Вот что принципиально отличает, как мне кажется, дирижера от режиссера, это то, что дирижер присутствует на сцене во время исполнения. И таким образом огромная часть его работы схожа с работой актера.
И вот здесь, мне кажется, есть серьезные отличия, потому что на дирижере зачастую лежит полнота ответственности за исполнение. Полнота именно ответственности. Это не значит, что он играет, но он как бы аккумулирует в себе всю полноту того, что происходит здесь и сейчас на сцене. А режиссер должен подготовить себя и научиться уходить со сцены в тот момент, когда идет выступление. Кстати, нет ли здесь сходства в том, что и дирижер должен уметь в какой-то момент немножко отпустить контроль и немножко разжать вот это держание, как говорил Колин Дэвис, по-моему, что дирижировать, как держать птицу в руках. Сожмешь слишком сильно, она умрет, а отпустишь, улетит. Удержать действие, контроль по движению по партитуре действия, по партитуре переживания, и в то же время давать себе свободу и возможность реагировать, ровно как и дирижеру, реагировать на то, что происходит в данный конкретный момент. Потому что как только ты слишком удерживаешь контроль над ситуацией, ты теряешь возможность отреагировать. И в эту секунду то, что ты делаешь, перестает быть честным. Учитывая то, что все-таки у тебя есть две такие сферы, в которых ты являешься профессионалом, не думал ли ты об именно оперной режиссуре, да? То, что называется словом режопера, да? Может быть, тебе вот это было бы близко, учитывая вот два этих мира, которые ты в себе, можно сказать, соединяешь? Я мечтаю об этом. Это одна из моих больших мечт. Но есть очень серьезный вопрос и очень серьезная проблема. Актер, он же певец, в течение всей оперы совершает одно очень реальное и сложное действие. Он поет. В этом случае у нас есть две партитуры действия. Это действие внутри музыки, которое разворачивается через пение, и действие внутри, ну, скажем так, сюжета, которое разворачивается на сцене. И вот свести воедино две этих линии, то есть каким-то образом сплести из них узор, который был бы красив и правдив, не только большая работа для режиссера, но и огромная работа для оперного певца. Даже выдающиеся режиссеры терпят в опере довольно серьезные поражения, как мне кажется. И эти поражения связаны именно с правдой того, что происходит на сцене. Я не буду называть фамилий, потому что это действительно выдающиеся режиссеры. Но я вижу, как спектакль, который удивительным образом рождается, не доживает до премьеры. Как тебе кажется, сколько бы вот в идеале тебе нужно было времени на, ну, какую-то в среднем возьмем, я не знаю, оперу, поставить, ну, с учетом того, что певцы знают музыкальный материал, вот готовы петь наизусть? 2 года – это нормальный срок для того, чтобы пройти весь этот путь. Но, к сожалению, сам процесс как бы изготовления оперы, да, так скажем, настолько колоссальный, он такой большой, он несопоставим зачастую с театральным проектом. Он значительно больше. Вот эта разница между проектом и, скажем, лабораторией. Сейчас очень модная такая вещь и интересная. И они как бы друг друга вычитают в том отношении, что проект обязан обустраиваться таким образом, чтобы он получился. И человек, который начинает проект, какой бы то ни было, несет ответственность именно за то, что этот проект получится хорошо. Тогда можно сказать, что это профессиональная команда работает.